В этом видео у меня крадут клиентку, Ой-ой-ой. прессуют менты, требуют деньги. Даже не 50 лет. Я не смогу тебе деньги дать. Ну зачем не можешь? Шо, здорово всем сказочникам, которые мечтают переехать в Америку или Европу и там золотиться. В общем, меня зовут Олесь Гроднев. Как помните, я переехал в Польшу для того, чтобы потом поехать в Америку и озолотиться. У меня попасть в Америку не получилось, это вы можете посмотреть в этом видео, как вы все знаете. И вот я оказался в Польше. Мы переносимся с вами год назад, когда я приехал расстроенный то, что я не попал в страну своей мечты через Мексику. Ну и что делать? Мы не будем с вами унывать. Мы с вами сняли вот этот прекрасный, самый дорогой хостел в Варшаве, за который я плачу 2200 злотых. Это $550 вот за эту халупу, комнатушку, где у меня лежат на данный момент вот покрышки от моей Шкоды Фаби. И мы с вами, ну что ж сделать, решаем оставаться тут и начинать бизнес. В этом видео мы с вами продолжаем работать такси. В общем, мы пытаемся как-то приспособиться к этой ситуации и как-то жить, как-то обустраиваться, как-то справляться с проблемами, которые нас ждут. И, конечно же, возможно, этот видеоблог моей собственной жизни вам даст хотя бы какое-то понимание, стоит ли вам ехать в Европу для того, чтобы жить, стоит ли тут работать, стоит ли устраиваться в такси. Все это вы узнаете сейчас, это будет для вас очень полезно. Поэтому заваривайте чефир, пельмени, естественно, и приятного вам просмотра. Ты немало повидал, от жизни столько же увижу. Мои ребята пишут лиру, не читая книжек. Гламурный чижик залипает на каталог стрижек. มดนัดโปรดเหรอมดนัดโปรดพวกมึงกันหน่อยไม่หันมันดีกว่าเรื่องđục địa chỉ đi đọc cái địa chỉ được chứ lại về đèn dặt cho nên một sảo nhé. Куда уходит детство? В какие края? На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Я как-то буду выживать. Chodź. Agata. No, Położę cię do łóżeczka i wrócę po Beatę i po Monikę. Chodź. nie. No. Jest, ale co? Chłopie, nie denerwuj się. Spokojnie. Nie, nie ma problemu. Muszę ją zaciągnąć do domu, więc wytłumacz jej, żeby poszła ze mną do domu. Położę ją spać i pojadę po Beatę i pomogę ją do domu. Ma, daj się do telefonu. Trzymaj. Słoneczek. 20 minutes later. Agatko. Jak? Agatka. Jak? Ty Agatka. mi wytłumacz. 2000 years later. Jest, dobra, chodź. Bo nie możemy pana trzymać. Chodź. Chodź, Agatka. A pana trzymamy? Оп. Охуенно. Вот это классный отец. Я просто... И он дочку, короче, взял на руки, понес, спас. Настолько с любовью. Она напилась, расплакалась, а он ее несет. Чуть не упала. Но вон она легла, все, она настолько пьяная, что... Но... Ой-ой-ой. Сейчас ебнется. Оп, ебалась. Ой. Ну я не могу помогать, потому что, во-первых, меня не попросили, а во-вторых, кто его знает, потом обвинят в домогании. То есть в данной ситуации я хотел уже отменять этот заказ, когда вот увидел такое падшее мясо. Но чувак сказал, что если подождешь и если возвратимся, я тебе неплохо заплачу. И тут я понял, что нужно выполнить задачу любым путем. Обувь одевается, пока девочка поднимается. Ну, конечно, надо иметь, конечно, остальные нервы, чтобы напиться до такого жесткого состояния. Я помню последний раз так напивался, наверное, в лет 18. 6.5 hours later. Przepraszam, ile jeszcze czasu trzeba poczekać? Spokojnie, dojdę, nie ma problemu. Dobrze. 10 minut i będę
Dobrze, dobrze, dobrze. 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 40 минут уже жду. Тут кэш, понимаете? Ой, дурак! Да, если бы карта, да, я бы стоял, я бы вообще не волновался. А это кэш, я ему уже 3-й раз набираю. Если он мне не заплатит, хотя у него рейтинг 5, видимо, все-таки платил всегда. Или у него мало заказов было, то есть такое бывает. Поэтому я все-таки жду, потому что иногда, знаете, как охотнику, чтобы найти хорошую добычу, нужно ждать. А иногда ты получишь вот что. 3:28 a.m. Уже начинает светать. Tak. Baba pijana to koniec. To już tragedia. Ja pójdę po dziewczynę, przyjdę i się rozliczę. Dobrze, Nie ma dobrze, problemu, dobrze. dobra? Mhm, To zaczekaj dobrze. spokojnie, dobra? Dobrze. Spoko. Ой, блядь. Сколько ему назвать? 50 злотых. Нормально за час работы. Я стоял, я нихуя не делал. 10 злотых была его поездка, плюс 10 злотых обратно. И еще раз 10 злотых, блядь. Значит, мне кажется, что 70 злотых это нормально. Dobra, spoko. Dobra. A, to 116. Так. A, Трохи więcej. Ja mam. myślałem, że to jest... Ja nie wiem, bardzo dużo. 5 dych mi daj. 50. 50. 50? No, i git. Tak. Dziękuję. Ja też dziękuję bardzo. No Dużo niestety czasu czekał. baby jak się popiją, ja wiem, No jak się tak. baby popiją, to wiesz jak to jest. To co ja poradzę? Ja myślał taniej będzie, ale, Sam, ale ja nie, no, ale tutaj ja nie mam wiesz. pretensji, Tak. tylko widzisz co się dzieje, jak kobiety No się tak, popiją. wszystkie Dziękuję dobrze, bardzo. dziękuję, No, dziękuję. dzięki, na razie. Я понял, почему у него 5 рейтинг. 150 злотых. Я увидел вот это, смотрите. Я увидел 116 злотых, а я его провел 7 километров. Правда, я потратил на него, как вы видите, 2 часа. Он заплатил мне чай. Это было сильно. Это получается больше $33 за 2 часа. Это, знаете, американские зарплаты, я вам хочу. Но не всегда так, видите, я очень сильно волновался, потому что он мог меня и на... Убер, ты мне уже нравишься. Берем. Боксерская. Улица Боксерская. Капу сегодня я забыл, но защита паха у меня надета всегда. Погнали. A few inches later. Приехал на заказ, остановили. Полный досмотр, что они ищут, вообще непонятно. Все полностью, все карманы на выворот, багажник, все вообще досмотрели. Взяли мои права, взяли мой паспорт. Ну, то есть даже посмотрели вот пачку печенья, посмотрели. Где работаешь, почему столько налички. Полностью досмотрели все карманы, вывернул все, полностью кошелек, полностью рюкзак, вообще все. Ну, это жестко, конечно. Короче, тут полиция жесткая на пистолетах, короче. Тут не забалуешь, поэтому... Что сказал? Tak, Dziękuję. Машина за... Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!
Ну что, чуваки, дождались, короче, разболелся у меня зуб. Хотя, когда я выезжал из Беларуси, я все проверил, даже сделал снимки. Но он у меня разболелся, и он у меня реагирует на холодное и горячее. Что может быть хуже разболевшегося зуба в Европе? Наверное, только хуже разболевшийся зуб в Штатах или на Луне. Поэтому сейчас я еду к специалисту на осмотр, на лечение. И потом вам расскажу, сколько это все будет стоить. Вот такие машины тут стоят. И вот и моя тут стоят. Походу я, ребята, обстрял. Ну сейчас посмотрим. Ой, бля. Прикольная игра. Слышите, можно, короче, бабок поднять. Ну, еще. Офигеть! Есть! Да, ебать его в рот, блядь. Как всегда, козлу с утра трава. Зашел в магазин. Тут, видите, люди в таких позах стоят. Болт заказ 29 злотых, кэш, Михаль. Едем. 1,5 километра по жестким жопам. В 5 часов начинаются пробки, и выехать даже с обычного двора это довольно-таки проблематично. Поэтому я все заказы скипаю. Хоть меня могут на болту и заблокировать. Я сейчас еду, забираю человека, и наличка это всегда риск определенный. Почему? Потому что человек может не заплатить, скинуть и тебе не вернут. Вот так прямо как Формула-1 я вхожу в поворот и утыкаюсь в красный семафор. Что я делаю в промежутке, когда нет заказов? Я пью кофе, я слушаю YouTube, я выхожу из машины и специально прогуливаюсь для того, чтобы разминать свою спину. Хоть сегодня у меня будет тренировка, я на это буду тратить 2 часа своего времени специально. Тем не менее, все равно спина, она затекает. В этой конкретной машине, может, ваша не затекает, она затекает после 3-4 поездок. У тебя болят колени, у тебя болит спина. Это просто дичь. Я не знаю, как люди, которые вообще ничем не занимаются, вы станете инвалидами тут. Сука, вы заработаете не деньги, вы заработаете себе геморрой. Кстати, вопрос о деньгах. Возможно ли тут разбогатеть на этой работе? Это нереально, сразу могу сказать. Единственное, это поддержание штанов. Поддержание штанов и какой-то плюс в плане того, что у тебя тачка под жопой и у тебя гибкий график. То есть ты можешь сам определять. Ну давай! Что ты ерзаешь, корова? Ты зеленый от красного отличаешь? Что ж такое? Были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Никто нас тут не ждет. А должен ждать какой-то Михал. А вот. Добре? Добре. Masz trochę czasu, czy nie? Co? Masz trochę czasu, czy nie? Posłuchaj, powiedz o co chodzi. Mam zakupowaną kartę, posłuchaj, powiedziałem w jedno miejsce, słyszysz mnie? Ja tam coś wezmę, dobrze? Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Przyjdę z powrotem. Jak ci zapłacę, podwójnie, dobrze? С поворотом, так? По-русски говоришь, чи нет? Ну да. Откуда? С границ? Белорус. А Беларусь, ну, конечно. Я тебе скажу, что делать. Просто мне на картошке У тебя на карте? блокировали на картошке. И что делать? Я должен своего брата, чтобы он, у него коды, чтобы он отблокировал, понимаешь, все дело. Ну вот деньги ты мне дашь, правильно? Ну, конечно, нам тебе послушай. Где об этом? Что я хочу положить на меня. Ну, все понятно. Слышишь? Ну. Не то обратно приедет. Не, без проблем. Если с деньгами проблем не будет, ты оставишь там залог У меня какой-то. сейчас денег нету. Ну телефон есть у тебя мобильный, правильно? У меня телефон за 5 штук есть. Смотри.
S20 Ultra. Стильный и многофункциональный телефон с фотокамерой. А, не, ну так оставишь телефон, пойдешь деньги Я не возьмешь. оставлю тебе телефон. Почему? Я оставлю документы. Я уже знал. Ну или документы оставишь, все. Ну, оставишь документы, не телефон. Конечно, друг, Да. послушай, Ну, я хочу тебе дать заработать. нет, так и без проблем, а я не хочу. Послушай меня. Да, Получилось так, все погиб. ну, Жена меня не хотели дома пустить. ага, Послушай, я иду ага, в Украине, понимаешь? ага, Послушай меня. ага, Просто курс видишь, я говорю, ага. подложишь на меня. Не, я подожду, без проблем. Ну, оставишь залог какой-то, чтобы ты не убежал, и все. Ну, конечно, друг. Ну, все, ну. Посмотри, я тебе покажу. Ну, блядь. Я тебе верю. Я взял кошелек. Смотри. Все заблокированы. Все. Все, что нажил непосильным трудом. Все карты заблокированы. Ну, хорошо. И что я буду сейчас делать? Смотри. Вот так. Смотри. Все блокировано. Все блокировал. Все место у нас блокировало. А, ну да. Понимаешь? Да. У меня, послушай, если ты меня заберешь, я тебе надо заработать. Хорошо. Будет за 3 часа будет 1000 злотых, понимаешь? Послушай меня. Ага. Послушай меня. Дело в этом. Сейчас мне надо для бедной бабинки. Ты знаешь, я волонтариат, понимаешь? Boom! Headshot! Ну, все понятно. Вот так вот, я наркоман, пияк. Я иду до старой бабинки, понимаешь? Ага. Я тебе все оставлю, слышишь? Ну, Даже 50 при этом остальные все, я все тебе оставлю. я не смогу тебе деньги дать. Ну зачем не можешь? Ну, потому что у меня нету. Я сюда сам пришел заработать. У тебя нету? Нет. Но ты садишься в такси, и ты сразу начинаешь у человека что-то просить. Ты же должен сам заплатить. Ну, Я мне так... написал сразу на аппликации. У меня не написано то, что у тебя нету У денег. меня, я сразу написал, нет денег. Нет, у меня нету, вот, посмотри, у меня нет. А Ко мне, так я не виноват. Давай я тебя на остановке оставлю, да и все. Ну не, ну поедь. Ну а зачем мне, ну ты сам пойми, зачем мне эти проблемы? Ты едешь куда-то, ты у меня просишь деньги, ты не можешь мне заплатить, зачем мне это надо? Можно. Я тебе сказал, через 3 часа там 1000. Так а зачем мне через 3 часа? Мне сейчас надо. Вот я заканчиваю, сейчас еду домой, но мне надо деньги. Ну, у меня денег нет. Ну, то есть, зачем мне эти... Давай на остановке я тебя высажу. Не на остановке, еще одна остановка. Еще одна остановка. Ну, так это ж смешно. Как смешно? Ну, смешно, потому что, ну, так не делается дела. Ну как ты не делаешься? Ну, не делается так дела, ну, слушай. Ты извини, ну, я хотел бы тебе помочь, но мне никто не поможет. Ну, так, на зеленку, так ты ж на зеленку позвонил. Ну, смотри, у тебя заказ на зеленку. На какую зеленку? Там их на Островском. Осовска. Островска, то есть там. Осовска, Островска, то есть там. Ну, как? Ну, ты на зеленку позначил. Не, Островска, то есть там. Грохов. А ты зеленку позначил? Ты даже не тот адрес. Я не позначил. Давай есть об этом. Ну смотри, зеленка. Ну посмотри, Осовская зеленка. А я не бил, ты посмотри. Ну так и что мне делать? Ну я тебя не повезу, извини. Ну дальше я тебя не повезу. Ну. Я вам говорил, блядь. Начинает напиваться, еще даже рабочий день не окончен. Он говорит, я с тебя требую, дашь мне 50 злотых, блядь. Я отдам проститутке, а потом еду за кокаином, и через 3 часа я тебе заплачу 1000 злотых. А сейчас я тебе ничего не могу дать, единственное, могу оставить какие-то карточки заблокированные, которые мне нахуй. И ставлю ему единицу, пи***цу. И ставлю Rider didn't pay for the trip. Пошел ты. Короче, пока жду другой заказ, расскажу вам ситуацию, что меня заказывают, говорят, отмени заказ, поедем без приложения, дам тебе наличкой, поедем в Варшаву, только немножко подождешь. Я обычно беру такие заказы, хотя это рискованно, потому что ты теряешь связь полностью с вообще какой-то поддержкой, если он тебя кинет, ты вообще ничего даже ему не докажешь. Зачем платить 25-30% Uber, если можно взять мимо кассы? Хорошо, я беру этот заказ,
подъезжаю под его шлагбаум, и он мне пишет, он перед этим выцеганил мой телефон, говорит, я буду тебе писать смс-ки, буду тебе звонить, оставь свой номер. Потому что в приложении Uber не видно твой номер. То есть идет связь, если идет звонок через сторонний номер самого Uber. И вот я подъезжаю, и он говорит, ладно, оставь машину, подожди меня, оставь машину, где там можно стоять, и заходи. Это мужик, чтобы вы понимали, поляки не настолько гостеприимные люди, как американцы, финны или шведы, или там немцы, которые сразу приглашают тебя домой. То есть это попахивает, ну, какой-то петушней. И он говорит, зайди, мы с тобой выйдем и поедем до Варшавы. Я тебе все оплачу, там все. Я говорю, я спешу, я не могу ждать, я спешу, я поеду дальше, ну, я не могу ждать больше 5 минут, давай, я стою на аварийке, выходи. Он, знаете, что мне пишет? Он говорит, быстро. Лесь, это какой-то додик угорает, я думаю. Это просто пацанам скучно дома сидится, я так думаю. И они решили погнать с водителей Uber. 5 злотых с них снимается за то, что ты приедешь, отменишь заказ. Как бы несчастных 5 злотых. Вот они сидят и гонят беса. А мне когда-то попадал, когда только ковид начался, очень много таксистов троллили, типа уберовцев, и писали, что мне надо до шпиталя, я очень сильно кашляю, приедь, срочно забери меня. Тоже мне писали, когда такие геи. Возможно, это кто-то прикалывается, а возможно, это в натуре. Такое бывает, ребята, это такси. Вы должны понимать, куда вы пойдете работать. Вы идете в такси. Такси, это вам, блядь, не веселые крендельки печь. Серьезные дела. Это социальная инженерия. Блядство, разврат, наркотики. Ну и в середине апреля прошлого года, заплюнув и купив билеты, я попытался полететь в Мексику для того, чтобы пройти границу с Америкой. Меня там посадили в тюрьму. Эту всю историю вы знаете или можете посмотреть в этом видео, опять же. Многие из вас спрашивают, ребята, как я добился успеха в такси? Дело в том, что в этом прекрасном бизнесе вы должны экономить на всем. Экономленные деньги – это значит заработанные деньги. Вот, к примеру, возьмем обычные трусы, которые можно носить зимой как шапку. Образовалась небольшая дырочка. Небольшая дырочка, она уже по второму кругу штопанная. Можно их выкинуть, а можно взять ниточку, потратить буквально несколько минут времени и восстановить, реставрировать трусы и гонять в них дальше. Чтобы выбрали вы, конечно же, выкинули. Что выбираю я, экономлю, а экономленные деньги, сэкономленные, это заработанные деньги. Я надеюсь, вам понравился мой лайфхак. Вы можете делать со своими трусами, можете оказывать услуги по восстановлению трусов своим знакомым. Даже кто-то делает в Польше на этом бизнесе. Так что пользуйтесь и не благодарите. Дальше, возвратившись обратно в Польшу, я вынужден оставаться тут и как-то развиваться. И именно поэтому моя жизнь поделилась до и после 35 лет. И о том, как же все-таки она будет проходить и с какими жесточайшими проблемами я столкнусь в будущем, вы сможете узнать на моем канале, если будете все-таки на него подписаны. Короче, ребята, вот такое видео получилось. Я не знаю, что будет дальше, но я знаю точно одно, что дальше будет только интереснее, поэтому будьте подписаны на канал, оценивайте, ставьте лайки, и увидимся с вами уже очень-очень скоро. Также еще знаете, что у меня есть второй канал, где я рассказываю про свой бизнес такси и также про автомобили, которые я покупаю, продаю, ими занимаюсь в Польше. Поэтому, если вам интересно это, тоже подпишитесь по-братски. Пока!